Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Агрогороскоп сегодня с 3 по 6 июля 2021 года. Это время убывающей луны в знаке Телец, 4-я фаза, глубокая убывающая луна. И это время московское. Я хочу сразу же ответить на вопросы тех, кто возмущается. Это у нас новички, которые всегда недовольны тем, что у вас в одном гороскопе, допустим, дата идет одни дела делаются, и в эту же дату другие. Я хочу вам сказать, что не обязательно, и это очень редко бывает, вхождение Луны в определенный знак с 12 или с 24 часов ночи. Это всегда разное время, поэтому и вхождение, и захождение, и выхождение – это все индивидуально, и каждый миг в космосе он разный, и нету повторения. И сразу же отвечаю тем, кто смотрит гороскопы прошлых лет. Смотрите сейчас гороскопы 2021 год. И мы рассмотрим июль месяц, и вот это время с 3 по 6 июля. Ну вот так вот сразу же мы разберем. Вот 3 июля вот время убывающей Луны в знаке Телец начинается с 15 часов 28 минут. Не с 24 часов, не с нуля, а именно с 15 часов 28 минут. И будет здесь находиться Луна в Тельце до конца суток. Затем будет находиться здесь же 4 июля все 24 часа, 5 июля все 24 часа. Ну и 6 еще вы мне можете тоже написать, что же вы сказали, что Телец нельзя делать, а в этот день можно что-то другое делать. Значит, смотрите, 6 будет выход, переход Луны из знака Телец в знак Близнецы. И это время, кстати, Луны без курса ночью будет. Оно начнется еще вечером 5 в 19:59 и завершится вот в 4 часа 24 минуты. Это время Луны без курса, время отдыха Луны при переходе в другой знак уже. Следующий знак у нас будет Близнецы. Естественно, там будут другие виды работ. Поэтому 6 все равно я вам его называю. Это такой график у нашей Луны. И обязательно об этом сообщаю, чтобы вы не перепутали и дальше не работали еще ночью. Ну что ж, давайте рассмотрим все работы, которые можно будет делать в прекрасный знак Телец. Луна в этом знаке всегда дает прекрасные результаты. И давайте рассмотрим эти работы. Практически у меня красных надписей нет, кроме Луны без курса. То есть можно делать все. Но давайте рассмотрим по посевам. Многие спрашивают, после того, как у них прошли вот эти неприятные погодные аномалии, можно ли еще посадить картофель? Да, можно, только ранние сорта. Можно сеять семена дайкона и черной редьки. У нас есть уже отзывы наших читателей, зрителей, и они сообщают, что все зависит от региона, где вы живете. Если у вас север, то выбирайте сорта дайкона, черной редьки от 60 дней и чуть больше. Но если где-то там, где у вас длинный теплый период, то можно и более длительный период вегетации для этих культур. Дальше культуры повторные посевы можно повторить еще семена свеклы посеять, моркови. Это повторные посевы. Снова же подсказка. Пожалуйста, только ранние сорта, чтобы вы успели до конца летнего периода, теплого периода получить корнеплоды. Это что касается посевов. Чтобы потом не повторять, я сразу же назову те даты, которые можно будет использовать для этих посевов. Смотрите, 4 все 24 часа и 5 это можно делать до 19 часов 59 минут. Ну, практически до 18 можно часов делать, если не успеваете до 19 часов можете сеять, потому что далее будет Луна без курса, а это время не посевное. Итак, мы с посевами разобрались. Смотрите, у нас очень большой период. Просто Телец дарит наконец-то нам такой период для того, чтобы мы могли сделать кучу работы и чтобы эта работа принесла нам хорошие результаты. Далее, если у вас есть рассада, у многих еще есть цветочные рассады, кто-то еще повторно будет высаживать рассаду огурцов, кабачков.
Практически любая рассада высаживайте вот эти дни. 3-го, начиная с 15 часов 28 минут, то есть лучше с 16 часов высаживайте рассаду. И 4-го и 5-го это можно делать. Снова же до вечера только. И по вашим просьбам мы продолжаем вот эту новую рубрику, добавляем комнатные цветы. Что можно делать? Любители комнатных цветов, черенкуйте и укореняйте череночки ваших цветов. Также можно пересаживать растения, перевалку делать, поливы, подкормки, защиты. Практически все виды работ можно проводить для комнатных цветов, комнатных растений именно в эти дни. Поливы. Поливы эффективные. Это знак стихии Земли. А это значит, что корни питаются очень хорошо водичкой. Даже впереди у нас ожидается новолуние, но в это время очень хорошо растения принимают воду. Поэтому поливы вот это все время, кстати, все очень хорошая дата. И 5-го можно до конца суток, потому что у нас еще запас времени есть. Видите, до 4 часов 24 минут. Ну, конечно, желательно вечером вот это все сделать, до 20 часов полить и сразу же тут же связываю подкормку, потому что подкормки без поливов неэффективны. Здесь поливаете и эффективно проводите подкормки. Причем можно подкармливать и под корень, и по листьям. Внекорневые, корневые будут эффективны вместе с поливами. Причем можно использовать и минеральные удобрения. Любые удобрения, но температура воздуха. Будьте внимательны, если очень жарко, лучше меньше дайте, чем больше, потому что это очень болезненно принимается растениями, вот эта ситуация с удобрениями. Идем в сад. Давайте рассмотрим, что можно делать в саду. О, это очень хороший период. Телец, убывающая луна, скоро новолуние. Вот этот момент, когда можно обрезать садовые растения безболезненно. Можно прищипку делать, нарезать черенки, укоренять череночки, делать зеленые отводки, очень хорошо тоже укореняются. Прививки зеленые делают в это время. Далее укоренение усов земляники, клубники тоже очень хорошо. И вот эти работы можно делать, смотрите, после 16 часов 3 июля, 4 и 5 практически все световые, весь световой день, 5 тоже это все делается, и будет все очень хорошо получаться. И еще очень важный агроприем, вернее, это наша безопасность зимой. Значит, это дело касается сбора урожая и заготовок. Собираем урожай, хорошо хранится и перерабатываем. Делаем заготовки на зиму. Консервация, сушка, заморозка. А, кстати, еще и собираем лекарственные травы. Это дни корня, поэтому хорошо выкапывать именно корневую часть растений. Она очень полезна именно в этот период. И, естественно, высушиваем или что-то вы еще будете делать. Это уже ваш выбор. Далее, очень важное дело обработки против вредителей и болезней. Любые препараты. Учитывайте снова же температуру воздуха. Потому что при высоких температурах нужно обработки проводить как можно позже, для того, чтобы вот эти все препараты не распались в короткий период и были эффективны, чтобы они отработали ту задачу, которую им ставим мы, для того, чтобы убрать вредителей или болезни с наших растений. Очень хороший период именно в Тельце, убывающая луна, зеленые операции. Пожалуйста, эффективны на всех овощных, цветочных, садовых растений. Проводите зеленые операции. Растения хорошо переносят, но помните, несмотря на то, что очень хорошее время, помните, что всегда руки и инструменты должны быть чистые. Не занесите инфекцию. Ну и для тех, кто занимается цветами, тоже просьбу вашу выполняю: цветник. Выкапывайте луковицы весенних цветов. Конечно же, выкапывайте, если созрели уже. В разных регионах уже это дело почти подходит к концу. Выкапывайте, сушите и готовьте их к сохранению, к хранению, а затем к посадке. Также можно обрезать цветоносы там, где уже пионы перецвели, еще какие-то другие цветы. Обрезайте, собирайте. Кстати, если есть
возможность, уже созрели семена, можно собирать из семена. Хорошее дело для цветников, поливы, подкормки и защита растений. Вот эти все виды работ в Тельце, смотрите, так приятно, я так люблю этот знак. И знаю, что многие из вас уже убедились в том, что это замечательное время, и мы можем его использовать во благо наших растений на грядках, в саду, в теплицах. Раиса Горяченко, Александр Волик подготовили сегодня агрогороскоп с 3 по 6 июля 2021 года. Желаем вам хорошей погоды, крепкого вам здоровья, оптимизма, выдержки и, конечно же, очень хорошего урожая. Всего вам доброго, до новых встреч на нашем канале.